Хозяин, объявись, вдруг появляется Ротенберг. Власти хорошо готовились, аресты, протесты были обезглавлены. Это нормально, бояться. Но не выйдут они на протесты. Впервые в нашей стране опасно высказываться. Игорь Владимирович, митинг в этот раз получился сильно меньше, чем в прошлый. Люди просто не готовы больше выходить, люди боятся или просто власть хорошо подготовилась? Ну, во-первых, всю эту неделю власти хорошо готовились. Да? Где-то в каких-то городах на центральной площади снега насыпали, чтобы там никто не смог собраться. В Москве метро перекрыли, там дороги. Всю эту неделю продолжались аресты сторонников Навального или организаторов, да, в результате протесты или эти демонстрации, они были обезглавлены. Поэтому, конечно, были подготовлены все меры для того, чтобы, если и были бы протесты, то они были бы не такие массовые или были затрудненности. В этот раз людей было сильно меньше, но задержаний в процентном соотношении точно было больше, чем в прошлый раз. Для нас это какой может быть сигнал? Ну, для нас это простой сигнал. Как в прошлом выпуске я и говорил, власть будет прибегать к арестам, к выборочным или точечным для того, чтобы погасить вот эти волны протеста. Собственно, власть это и делает. Прогнозы все сбываются. Наша власть в этом смысле дееспособна. Есть много других смыслов, в которых есть вопросы. А вот в этом наведение порядка и так далее. На этой неделе новый виток получила история со дворцом. Во-первых, журналист Мэша попал внутрь и снял там стройку. Во-вторых, объявился хозяин. Что вы по этому поводу думаете? И могло ли это повлиять на желание людей выходить на митинги? Ну, что я могу тут думать? Давайте разберем, значит, все это подробно. Итак, как утверждает журналист Мэш, то он на объекте, который ФСО охраняет, над которым бесполетная зона, да, он договорился с каким-то строителем, который его туда провел, и он час ходил, значит, там снимал все это дело. Да? А после этого, когда он заявил: «Хозяин, объявись», вдруг появляется Ротенберг и говорит: «Я хозяин». Ну, что я после этого могу думать? Я даже думать про это не хочу. Я могу тебе сказать, что я чувствую. Я чувствую, что это обман. И когда я вижу, как Ротенберг говорит: «Да, это мое», я вижу, какое грустное у него лицо. Но он же предприниматель. Ему теперь все это тянуть, тащить. И, видимо, надо сделать это прибыльным. Апарт-отель на 16 номеров. Кстати, это возможно? Вы как бизнесмен скажите, кто туда должен приезжать? Ну, я не знаю. Да, если за приезд туда нужно будет заплатить $1 миллион, значит, ну, наверное, это можно окупить. Ну, видимо, тогда, значит, главы государственных монополий будут туда приезжать и платить, значит, по $1 миллион там, я не знаю, за ночь. Вот. Ну, нет, конечно, это невозможно сделать прибыльным, вот в принципе, просто в принципе. Надо принять, что мы живем в стране, где очень много чудес. Есть вот чудеса света в виде там пирамиды, там, не знаю, Эйфелевой башни, там еще что-то, да. Но вот есть такие чудеса. Почему история с дворцом так всех триггернула? Абсолютно понятно. Страна у нас очень бедная. И потому, когда демонстрируется избыточное мегапотребление власть имущих или каких-то людей, то это вызывает законное раздражение, возмущение, негодование людей, у которых, ну, там, ипотека, они не могут выплатить, ну, низкие доходы и так далее. Если есть люди, которые 100 миллиардов какой-то домик строят, ну просто вот смотри, и ты вот его показываешь, вот человек, вот он 100 миллиардов ваших денег взял и построил. Это вызывает просто, ну, животную, естественную, натуральную реакцию людей. Возмутиться и, ну, там, выйти на улицу. То есть на самом деле гораздо больше на нашу жизнь, на нашу бедность, на продолжение бедности в нашей стране влияет другое. Отсутствие, ну, такого, ну, внятного правового поля, доминативное влияние некоторых людей на правовую систему и так далее. Это очень сильно влияет на бедность в нашей стране, но это не триггерит так сильно
людей, ну, чтобы они вышли на протесты. Ну, не выйдут они на протесты. Сколько уже было? Даже за отравление Навального никто не собирался никуда выходить. Игорь Владимирович, сейчас складывается такая ситуация, когда ты вроде бы как всегда должен выбрать, ты за кого? Ты за Навального или за Путина? Да. Есть ли у вас ощущение, что эта ситуация складывается? И как вам кажется, почему? Почему ты не можешь быть посередине, в стороне, справа, слева? Ты должен выбирать. Ну да, похоже, впервые в нашей стране опасно высказываться. Потому что все, что ты высказался, если ты не за Навального или не за Путина, то как бы в смысле? То есть постоянно следует этот вопрос. Нет, ты за кого? Хватит тут философию разводить и так далее. Но на самом деле это путь к противостоянию. Именно из-за этого следуют вот такие ролики, как Симоновский сделал, да, который тоже просто говорит: да я что, своих сотрудников собрал, они выразили поддержку Владимиру Владимировичу и прокричали вот эту речевку. Вот поставь это видео. Я, например, когда вижу такие ролики, я говорю: ну окей, Симоновский просто хайп делал, да, ну окей. Но если кто увидел эти ролики, он может по-другому же это считать. Главное то, чтобы мы перестали говорить, за Навального мы или за Путина. Потому что те, кто за Навального, и те, кто шел сегодня на протесты и хотел протестовать, они же, в общем-то, не за Навального. Они просто хотят перемен. Им надоела такая недоразвитая экономика. Им надоело вот это вот непонятности, там, где чьи там машины, дворцы, дома и так далее. Ну, просто им надоело. Они хотят перемен, они хотят высказаться про это. И они молодцы, что не молчат, выходят и заявляют, что они за перемен, они не хотят жить в нищей, подчеркиваю, стране. Ну, а те, кто типа за Путина, они же не за Путина на самом деле. Но они просто не хотят войны, они не хотят перемен, они боятся, что перемены приведут к чему-то плохому. Потому что сейчас есть что-то, хотя бы что-то, ну пусть низенько, но есть. А будут перемены, мало ли что, а вдруг хуже будет. И те люди, смотри, в основном это нормальные люди. Их объединяет одно, они люди. Это нормально бояться. Просто одни уже говорят: ну давайте же сделаем что-то. И заявляют об этом. Другие говорят: слушайте, давайте не будем делать, потому что мало ли что, все. И здесь, конечно же, вот эти два движения разыгрываются теми, которые ставят на это флаги. Ну что возникнет? Столкновение. Столкновения всегда приведут к чему? Ну, членовредительству, там, не знаю, к травмам, к каким-то оскорблениям, психологическим, моральным, физическим травмам и так далее. Да? Ну что будет? Ну, могут начаться кровопролития и так далее. Ну, вот. Я бы не хотел, чтобы у нас вот была такая ситуация. Выход есть из этой ситуации? У человека есть два свойства. Либо он боится, и тогда перемены невозможны, или он сдерживает перемены. Или вторая ситуация, он приоткрывает себя для перемен. Как только в нашей стране критическая масса людей будет искренне желать перемены, все перемены произойдут. А пока все-таки значимая часть, доминирующее количество людей боится, чего-то боится или перемен боится, ну, чего-то боится, никаких перемен не будет. И мы будем жить, ну, вот примерно как сейчас.